Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реалистик Пес. Последний месяц лета, август, тот самый месяц, когда и должно выйти обновление до eFootball 2024. И после длительного молчания от Konami, оно наконец-то прервалось именно сегодня, в четверг, 3 августа, когда в игре стартовал новый, так называемый нулевой сезон, который и проливает свет на будущее eFootball 2024, а также поможет нам скоротить время до его релиза. Поэтому сегодня поговорим об официальной дате релиза eFootball 2024, о том контенте, который появился в игре сегодня и который будет в игре на протяжении месяца. Оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить, но перед этим не забывайте поддерживать видео своим лайком, в комментариях делитесь своим мнением и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Ну а мы приступаем. Итак, как я и упомянул еще в самом начале, в игре стартовал так называемый нулевой сезон в преддверии обновления до eFootball 2024. Они прямо указывают на то, что этот сезон посвящен подготовке к предстоящему обновлению, и, так сказать, они будут снабжать нас предсезонным контентом до того, как выйдет это самое обновление до 24 части. И, наконец-таки, после множества слухов, которые мы обсуждали с вами на этом канале, один из них все-таки, оправдался. А именно, инсайд о том, что с начала августа по его завершение, по его конец, у нас будет, опять же, предсезонный период в eFootball, и этот нулевой сезон тому лишнее подтверждение. В отличие от прошлогоднего опыта, когда весь август мы сидели без как такового контента и получили все прямо под конец месяца, в этом же году подобный контент будет растягиваться на протяжении всего последнего летнего месяца. И таким образом в игре уже появились трансферные паки, обновились комплекты форм для партнерских клубов, ну и в общем игра постепенно готовится к новому сезону. И таким образом нулевой сезон в рамках eFootball будет идти на протяжении месяца, а именно с сегодняшнего дня и по 28 число. И если я все правильно понял, то начиная с 24 числа, это очередной четверг, в игре начнется техобслуживание, и по его завершению 28 числа, уже в понедельник, по идее и должна выйти eFootball 2024. Поэтому считайте 28 число чуть ли не официальным числом, когда и должна выйти eFootball 2024. Но что же касается всего того, что Konami привнесли игру с нулевым сезоном, какой же контент появился в игре? Как отмечалось ранее, постепенно обновляются комплекты клубов на новый сезон, и партнеры получили актуальные комплекты форм, как домашние комплекты, так и гостевые. Например, у Манчестер Юнайтеда, у Арсенала, Барселоны, Баварии, Милана, Интера, Ромы, Лацио и так далее. Добавили долгожданные и предвкушаемые нами трансферные паки, но только за монеты. О, черт! Они убили трансферный пак! Сволочи! Вернитесь! Вернитесь немедленно! Да, теперь вы можете приобрести игроков, которые перешли из одного клуба в другой, не за номинальные контракты, как это было ранее, а за ваши монеты. Так и более того, количество круток ограничено. На 8 футболистов у вас есть только 4 крутки. Одна бесплатная, которая добывается в ивенте, и 3 за ваши монеты. И поверьте, выборка футболистов там более чем интересная. С высокой долей вероятности, я не обещаю, что так и будет, но есть очень большой шанс, что вам выпадет Бич из Барселоны, какой-нибудь Аспиликуэта, ну и в качестве утешительного приза дадут Шкринера или Тонали. Лично мне такой набор футболистов и попался. Анкунку, которого я так сильно хотел, просто помахал мне ручкой. В общем, очередной скам от Konami. Кто бы сомневался. Также добавили очередной пак за номинальные контракты. Если приглядеться, то в этом паке собраны все те игроки, которые либо пропустили прошедший сезон по тем или иным причинам, либо провели его крайне неудачно. Тот же самый Нойер, который первую половину сезона сыграл вообще как-то ни рыба, ни мясо, а вторую часть пропустил из-за травмы. Филлипс, который просидел на банке у Манчестер Сити. Карлос из Астон Виллы, который также получил травму в начале предыдущего сезона. Как бы название пака и отсылает к тому, что они вроде как возвращаются к игре. Но по-хорошему всем этим ребятам вообще стоило бы снизить рейтинг. Не то чтобы добавлять их в наборы за номинальные контракты, но я более чем уверен, что теперь у большинства в составе будет присутствовать Нойер на воротах. Ну а лично я забираю себе Филлипса, как на замену его прошлогодней версии карточки.
Ну и конечно же в этом нулевом сезоне появятся новые эпические и биг-тайм игроки, ну кто бы сомневался. Эпических футболистов пополнят такие фамилии как Савиола, Кака, ну и остальные. Биг-таймов же пополнят Инзаги, Ривалдо, Ван Бастен, ну и остальные. Касаемо последнего, для его карточки биг-тайма Konami выбрали матч 1988 года, когда сборная Нидерландов встречалась против сборной СССР в финале чемпионата Европы. И как раз таки Марк Бастен отличился голом в ворота нашей тогдашней сборной. Это подметили у меня в телеграм-канале, правда совсем в другом ключе, скорее в грустном. Ну, с другой стороны, здорово, что Konami все еще не чураются вспоминать матчи с нашим участием, поэтому как минимум для коллекции новая карточка Ван Бастена будет интересно смотреться в составе. Ну и помимо всего прочего, также в игре стартовала новая кампания, которая посвящена тому факту, что игру скачали уже около 650 миллионов раз. Что же привносит эта кампания в игру? Просто двойные бонусы за вход и участие в ивентах. То есть больше поинтов для прокачки, больше поинтов для добавления навыков, монеты при входе в игру, бесплатные крутки каждый четверг до конца августа, ну и так далее, так далее, так далее. Ну и что можно сказать по итогу? Нулевой сезон на то и нулевой, то есть он просто готовит игру для чего-то большего, поэтому тут даже оценку давать не стоит. Слава богу, что Konami додумались хоть как-то поддерживать игру в рабочем состоянии до релиза обновления до 24 части, поскольку, обращаясь к прошлогоднему опыту, август выдался на самом деле скучным, а так у игроков хотя бы будет хоть какая-то цель. Ну, зарабатывать монеты, открывать новые паки, в принципе, ради всего того, для чего они, по сути, и заходят в эту игру. Жалко, конечно, что они в очередной раз своими гениальными решениями все перевернули вверх дном. Я говорю про трансферные паки, потому что за них больше всего обидно. Молодой студии Konami срочно нужны деньги, и кто, как не мы, можем помочь им с этим. Как бы то ни было, ваше мнение по всему увиденному и услышанному я буду ждать в комментариях под этим роликом. Делитесь также в комментах, кто именно вам попался в этих трансферных паках, кого вы взяли за номинальные контракты, ну и так далее, так далее, так далее. Не забывайте также поддерживать это видео своим большим пальцем вверх, подписывайтесь на наши соцсети, подписывайтесь на этот канал. Ну а у меня же на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи в матчах, ну и с уловом в паках. Всем пока, дорогие друзья.